Всем привет! Сегодня разберем вот такой вот ажурный узор, очень интересный, э, фантазийный. Он немножечко собирается, я его после ВТО он прошел, поэтому он такой, когда будем вязать, он собирается очень кольца, потом увидите. Вот. По столе плохо видно, можно вот так вот. Так, это схема. Здесь есть некоторые обозначения, которые я потом покажу и объясню, что, как по ходу вязания. Вот всего раппорт из 12 петель, в высоту 24 ряда. Здесь указаны и лицевые, и изнаночные ряды, потому что есть и в изнаночных рядах петли нужно будет провязывать не просто лицевой, изнаночной. Ну, в общем, приступим. Значит, первый ряд. Первая лицевая, первая кромочная. Снимаем. Следующие 4 изнаночных. Накид. И 3 вместе. 3 вместе вяжется не как обычно, а переснимаем 2 петли на правую спицу. Третью провязываем и продеваем через 2 переснятые. Вернее, надеваем на провязанную 2 переснятые. Накид. 2 вместе с наклоном вправо, влево, извиняюсь. Накид. 7 изнаночных. Следующий накид. Опять повторяем 3 вместе, 2 петли разворачиваем. Третью провязываем лицевой и 2 переснятые продеваем через провязанную. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид и 4 лицевых изнаночных. Последняя кромочная. Значит, изнаночный ряд вяжем. В схеме указаны изнаночные, но в изнаночном ряду мы будем их вязать лицевыми. Поэтому первые 4 лицевых, а лицевые, которые указаны, мы их будем наоборот вязать изнаночными. Так до конца ряда. Так, третий ряд вяжем кромочная, 4 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 вместе, 2 петли за переднюю стенку разворачиваем, переснимаем на правую спицу. Третью петлю провязываем лицевой и продеваем через 2 снятые. Накид, 7 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 3 вместе, 2 лицевых разворачиваем за переднюю стенку, провязываем третью петлю лицевой и продеваем через снятые. Накид и 4 изнаночных. Кромочная. Следующий изнаночный ряд
Вяжем также лицевые лицевыми, накиды изнаночные. Так. Пятый ряд. Пятый ряд начинается. Сперва идет кромочная, 2 вместе изнаночной, еще раз 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, из одной вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, следующий накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе изнаночной, 3 вместе изнаночной и 2 вместе изнаночной. Следующий накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, 3 петли из одной, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе, накид и 2 изнаночных, еще раз 2 изнаночных вместе, кромочная, изнаночный ряд. Здесь вяжем по схеме, первые идут 2 петли вместе связать. В схеме она указана изнаночной, но в изнаночном ряду мы вяжем как 2 вместе лицевой. Следующие петли идут лицевые, но в изнаночном ряду мы их провязываем изнаночными. Следующие 3 петли мы провязываем лицевой, хотя на схеме нарисовано, что изнаночная. В изнаночном ряду провязываются они лицевыми. 3 вместе, 9 петель провязываем изнаночной, и 2 вместе лицевой, кромочная. 7 ряд. 7 ряд, первую переснимаем кромочную, затем идет первая изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, из одной вывязываем 3, первая лицевая, накид и лицевая, затем накид, 2 вместе, влево наклон, накид, 2 вместе, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе вправо, наклон, накид, из одной вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, наклон, накид, 2 вместе влево и изнаночная петля. Угу. Последняя кромочная, изнаночная вяжу. Значит, теперь 8 ряд. 8 ряд лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными.
Дальше 9 ряд. Снимаем кромочную, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо и 5 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид. А здесь я немножечко изменила, не вторую петлю взяла посерединке, а первую, то что она лицевая, чтобы красиво ложился узор именно этой косички. Поэтому я пересняла 2 петли, развернув первую, провязала 3-ю петлю и продела через снятые. Видите, она ложится теперь. Накид, 2 вместе вправо, 5 изнаночных, накид, 2 вместе слева наклон, накид, 2 вместе влево наклон и кромочная. 10 ряд вяжутся лицевые изнаночные петли по узору. Одиннадцатый ряд. Вяжем первая кромочная, затем накид, 3 вместе. Здесь 3 вместе идут с наклоном вправо, поэтому одной петлей провязываем. Так, накид и 7 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид с наклоном 3 вместе вправо, накид, 7 изнаночной, накид и 2 вместе с наклоном влево, последняя петля лицевая и кромочная. В 12 ряду лицевые изнаночные петли, так до конца ряда. Так. 13 ряд. Вяжем первая кромочная, переснимаем, затем 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, затем накид, 7 изнаночных, накид и 3 вместе. А здесь берем среднюю петлю за основание, разворачиваем, лицевой провязываем 3-ю петлю и продеваем через 2 снятые, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 7 изнаночных,
накид. Здесь разворачиваем 2 петли, чтобы посередине осталась вот эта вот петля, которая в косичке идет. Лицевой провязываем 3-ю петлю и продеваем через 2 снятые. Так, последняя накид не забываем и кромочная. 14 ряд здесь по узору. Вяжем изнаночные лицевые до конца ряда. Пятнадцатый ряд идет накид, 3 вместе, разворачиваем 2 петли, 3 провязываем лицевой и снимаем через снятые, через провязанную. Накид, 7 лицевых, 7 изнаночных. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, 3 петли провязываем, 2 разворачиваем, 3 провязываем и продеваем через провязанную петлю. Накид, 7 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо. Сперва надо было накид сделать. И последняя петля лицевая, кромочная, изнаночная. Этот тоже ряд провязываем лицевые, изнаночные. Семнадцатый ряд. Начинаем первая кромочная, переснимаем. И затем 2 петли нам нужно провязать из одной петли. Я провязываю из одной лицевую и заднюю стенку, провязывая вторую петлю. Затем накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе изнаночной, 3 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, из одной 3 вывязываем, лицевая, накид, лицевая. Следующий накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе изнаночной, 3 вместе изнаночной и 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе с наклоном вправо и из одной вывязываем 2, лицевая, и за заднюю стенку провязываем следующую петлю, последняя кромочная. 18 ряд мы вяжем по схеме. Первые идут петли изнаночные, 5 петель, 3,
4, 5. Затем 3 вместе. 9 петель изнаночных. В схеме не указаны лицевыми, но вяжутся они в изнаночном ряду изнаночными. Не забывайте, чтобы не путались, потому что тогда узор не получится. 3 вместе вяжем лицевой, но он указан как изнаночная. И 5 петель идут изнаночные. 19 ряд. Первая идет кромочная. Из одной вывязываем 2 петли. Первая лицевая, за заднюю стенку вторую петлю вывязываем, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, изнаночная, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 3 из одной, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, изнаночная, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, и из одной 2 петли, лицевая, и за заднюю стенку вторая лицевая, последняя кромочная. 20 ряд вяжется по узору лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Двадцать первый ряд. Идут кромочная, 3 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 вместе. Здесь мы меняем местами. Первую ставим, первую петлю, вернее, мы делаем первой, не среднюю, и последнюю петлю провязываем лицевой и продеваем через провязанную петлю, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 5 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 вместе, первую переснимаем, вторую также переснимаем на правую спицу, третью провязываем лицевой и продеваем через снятую, через провязанную, накид, 2 вместе, накид и 3 изнаночных. Следующий ряд изнаночные лицевые без изменений. До конца ряда вяжем. Так, и 23 ряд, кромочную снимаем, 5 изнаночных,
нет, 4 изнаночных. Накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 вместе одной петлей, накид, 7 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 вместе одной петлей с наклоном вправо, накид и 4 изнаночных. Последний ряд идут лицевые изнаночные петли. Я думаю, не буду провязывать. Хотела обратить внимание, значит, в схеме идут кромочные. Это кромочная петля с одной и с другой стороны. И в схеме указаны вот такие вот обозначения. Это если идет хвостик сверху, это указан наклон петли, в какую сторону. И вот они 3 вместе просто, которые разворачивается петля. Так что пробуйте, вяжите. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Пишите. Спасибо за внимание.